Катя шла по привычному маршруту домой. Ноябрьские сумерки сгущались быстро, и улицы уже окутала тьма. Она прижимала к себе сумку, где лежал подарок для мужа, дорогие часы на 5-летие их свадьбы. Завтра была годовщина. Позади послышались шаги. Катя обернулась, но никого не увидела. Дрожь пробежала по спине. Она ускорила шаг. Телефон в кармане завибрировал. Звонил Игорь. «Ты скоро?» Голос мужа звучал напряженно. «Минут через 15 буду», — ответила Катя, уже различая знакомые очертания своего квартала. «Хорошо. Жду». Она не успела даже попрощаться. Звонок оборвался. Игорь в последнее время был странным. Сначала Катя списывала все на стресс. Его бизнес переживал не лучшие времена. Но потом начались ночные разговоры с шепотом, секретные встречи, неожиданные исчезновения. Что-то закрыло ей рот. Сильные руки схватили сзади. Катя попыталась закричать, но смогла издать лишь приглушенный стон. Резкий запах хлороформа ударил в нос. В глазах потемнело. Последнее, что она увидела — черную машину, подъезжающую к обочине. Сознание возвращалось медленно. Сначала пришли звуки. Скрип половиц, шум ветра за окном, далекое уханье совы. Затем ощущение, жесткий матрас под спиной, холодный воздух, сырость. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. Наконец, Катя открыла глаза. Деревянные стены. Маленькое окно с решеткой. Керосиновая лампа на столе отбрасывала причудливые тени. Хижина. Она в какой-то хижине. Попытка встать отозвалась болью в висках. Катя с трудом приподнялась на локтях. На запястьях следы веревок. Но сейчас она была свободна. Сумка лежала на стуле рядом. Катя потянулась к ней и достала телефон. Экран не включался. Батарея разряжена. Или сломан. Часы на руке показывали 23:17. Сколько она была без сознания? 2-3 часа. За дверью послышались шаги. Катя вжалась в стену, отчаянно оглядываясь в поисках оружия. Ничего подходящего. Дверь распахнулась. «Катя! Ты очнулась?» Знакомый голос заставил ее замереть. В проеме стоял Игорь. Ее муж. «Игорь!» Катя не верила своим глазам. «Что происходит? Где мы?» Он бросился к ней, заключил в объятия. От него пахло морозом, лесом и знакомым одеколоном. «Слава богу, ты в порядке». Его голос дрожал. Я так испугался. «Что случилось? Кто меня похитил?» Катя отстранилась, всматриваясь в его лицо. Игорь присел на край кровати. Его глаза были красными, словно он не спал несколько суток. «Когда ты не вернулась домой, я начал звонить». Телефон сразу переходил на голосовую почту. Я запаниковал, вспомнил про функцию отслеживания геолокации, которую мы установили после того случая с твоей сестрой, помнишь? Катя кивнула. Год назад ее сестра потерялась в горах во время похода, и с тех пор они всегда делились своим местоположением друг с другом. Приложение показало эту хижину, в лесу за городом. Я сразу поехал сюда. Игорь сжал ее руку. Когда я приехал, здесь никого не было. Только ты, без сознания. Я хотел вызвать скорую, но тут нет связи. Думал везти тебя в больницу, но боялся тебя трогать, пока ты не придешь в себя. Кто это сделал? Голос Кати дрожал. Не знаю. Игорь покачал головой. Полиция уже в пути. Я успел позвонить, когда ехал сюда. Он выглядел искренне обеспокоенным. Его рубашка была измята, на щеке царапина. Но что-то в его рассказе не складывалось. Катя не могла точно определить, что именно. «Я нашел в багажнике своей машины аптечку», — продолжил Игорь. «У тебя, кажется, нет серьезных повреждений.
Но лучше, чтобы тебя осмотрел врач. Ты помнишь, что случилось?» Катя попыталась восстановить события. «Я шла домой. Кто-то схватил меня сзади. Почувствовала запах. Хлороформ, наверное. Потом очнулась уже здесь». «Боже, Катя». Игорь прижал ее к себе. «Я чуть с ума не сошел. Если бы с тобой что-то случилось...» Что-то в его голосе заставило ее напрячься. Катя мягко высвободилась. «Я хочу пить», — сказала она. «Конечно». Игорь поднялся. «Я принесу воды и найду что-нибудь поесть. Ты, наверное, голодна». Он вышел из комнаты. Катя услышала, как он возится на кухне. Звук льющейся воды, стук посуды. Она осмотрела комнату внимательнее. Старая хижина. Возможно, охотничья. Пыль на полках, паутина в углах. Но кровать была чистой, со свежим бельем. Как будто кто-то подготовил это место заранее. На тумбочке рядом с кроватью Катя заметила свой старый мобильный телефон. Тот, что они держали в машине на случай, если основной разрядится. Игорь, должно быть, взял его с собой. Она потянулась к телефону. Он был заряжен. Связь слабая, всего одна полоска, но есть. В этот момент пришло СМС. Незнакомый номер. Это он организовал похищение. Хочет избавиться от тебя. Будь осторожна. Катя вздрогнула, чуть не выронив телефон. Перечитала сообщение. Кто мог это написать? И откуда у этого человека ее номер? В памяти всплыли события последних месяцев. Игорь получает таинственный звонок посреди ночи и выходит в другую комнату, чтобы говорить. Рабочие вопросы. Объясняет он позже, но в глаза не смотрит. На столе документы о страховании жизни. Сумма страховки — 2 миллиона. Случайно услышанный разговор. Нет, живых свидетелей быть не должно. Голос Игоря звучит холодно. Катя прижала руку к рту. Неужели ее собственный муж? Нет, невозможно. Они вместе 5 лет. Она знает его. Он не способен на такое. Но долги? О них Игорь говорил все чаще. Бизнес на грани банкротства. Кредиторы звонят каждый день. Может, это выход для него. Страховка, которая решит все проблемы. Шаги в коридоре. Катя быстро спрятала телефон под подушку. Игорь вернулся с подносом. Стакан воды, бутерброды, термос с чаем. «Это все, что я нашел», — виновато сказал он. «В холодильнике почти пусто». «В холодильнике? В лесной хижине есть холодильник?» «Спасибо». Катя взяла стакан воды. Рука дрожала. Игорь заметил. «Ты все еще в шоке». Он сел рядом, положил руку ей на плечо. «Все закончилось, Катя. Ты в безопасности. Правда ли?» «Полиция скоро будет?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал нормально. «Да, они уже едут». Он посмотрел на часы. «Правда, я не уверен, как быстро они найдут это место. Оно довольно уединенное». «Как же ты его нашел?» Вопрос вырвался сам собой. Игорь моргнул. «Я же сказал, по геолокации». «Но ты говорил, что здесь нет связи». Катя внимательно следила за его реакцией. Секундное замешательство. Почти незаметное. «На подъезде к хижине связь пропадает», — объяснил он. «Вышка слишком далеко. Но когда я был на дороге, я успел позвонить в полицию. Разумное объяснение. Или хорошо продуманная ложь. Поешь что-нибудь?» Игорь пододвинул поднос ближе. «Тебе нужны силы». Катя взяла бутерброд, но аппетита не было. Игорь выглядел обеспокоенным, любящим, как всегда. Но теперь каждый его жест, каждое слово вызывали подозрения. «Игорь», — она решилась, — «что происходит с твоим бизнесом?» «Правда». Он отвел взгляд. «Не лучшее время для таких разговоров. Пожалуйста, мне нужно знать». Игорь вздохнул. «Все плохо, Катя. Мы на грани банкротства. Я взял кредиты, надеясь спасти положение.
но только глубже увяз. Кредиторы угрожают. Коллекторы звонят каждый день. Я не знаю, что делать. Почему ты не рассказал мне раньше?» Ее голос дрогнул. «Не хотел тебя волновать». Он провел рукой по лицу. «Думал, справлюсь сам». «Зачем ты оформил страховку?» — прямо спросила Катя. Игорь напрягся. «О чем ты?» «Я видела документы. Страхование моей жизни на 2 миллиона. Это было требование банка для реструктуризации долга», — быстро ответил он. «Обычная процедура. Слишком быстро. Слишком гладко». Игорь встал. «Я проверю, не едет ли полиция. Оставайся здесь». Он вышел. Катя услышала, как хлопнула входная дверь. Она достала телефон из-под подушки. Сообщение все еще было там. Катя ответила. «Кто вы? Откуда вы знаете?» Ответ пришел почти мгновенно. «Я знаю Игоря. Он нанял людей для инсценировки похищения. План — сделать так, чтобы это выглядело как несчастный случай». Катя почувствовала, как кровь отливает от лица. Она попыталась собраться с мыслями. «Почему я должна вам верить?» — набрала она. «Спроси его про Сергея Валентиновича. Смотри за реакцией». Сергей Валентинович. Катя не знала никого с таким именем. Снова скрипнула входная дверь. Она спрятала телефон и притворилась, что пьет чай. Игорь вернулся, отряхивая снег с куртки. «Метель усиливается», — сказал он. «Полиция может задержаться». «Игорь», — Катя старалась, чтобы голос звучал спокойно. «Кто такой Сергей Валентинович?» Реакция была мгновенной. Игорь застыл. В его глазах промелькнул страх. «Почему ты спрашиваешь?» Его голос изменился. «Просто вспомнила...» «Ты упоминал это имя во сне», — солгала Катя. «Не знаю никакого Сергея Валентиновича». Он отвернулся, стал возиться с чайником. «Наверное, тебе приснилось. Он лжет. Совершенно точно лжет». Катя почувствовала, как страх сжимает горло. Если этот незнакомец прав, и Игорь действительно хочет избавиться от нее, то у нее мало времени. «Мне нужно в ванную», — сказала она. «Здесь только уличный туалет», — ответил Игорь. «Я провожу тебя». «Нет», — слишком быстро возразила Катя. «Я сама. Мне нужно... женское». Игорь явно колебался. «Хорошо. Он прямо за домом. Только осторожно. Там скользко. И не уходи далеко. Вокруг лес. Как будто я могу сбежать босиком в ночном лесу в метель». Катя накинула куртку Игоря и вышла. Холодный воздух ударил в лицо. Снежинки кружились в свете единственного фонаря над крыльцом. Маленькая деревянная уборная стояла в нескольких метрах от хижины. Катя быстро добралась до нее и закрыла дверь. Достала телефон. Он отреагировал. Кто этот человек? Кредитор. Игорь должен ему крупную сумму. Срок — завтра. Денег нет. Ты — его страховой полис. Катя прислонилась к холодной стене. Голова кружилась. Все складывалось. Странное поведение Игоря, тайные разговоры, страховка. И этот спаситель, появившийся так вовремя. Новое сообщение. Проверь его машину. В багажнике должна быть лопата и брезент. Катя с ужасом поняла, что это означает. Могила. Он подготовил все для ее могилы. Она осторожно приоткрыла дверь. Серебристый седан Игоря стоял у края поляны, за хижиной. Окна домика светились теплым светом. Она видела силуэт мужа, мечущийся от окна к окну. «Волнуется, что я сбегу?» Катя, стараясь не шуметь, пробралась к машине. Багажник был не заперт. Она медленно подняла крышку. Лопата, брезент, веревка, канистра с бензином. Сомнений больше не было. Катя тихо закрыла багажник. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, его стук слышен в ночной тишине. Она снова достала телефон. «Вы правы. Что мне делать?» «Играй по его правилам. Притворись, что ничего не знаешь. Я уже еду к вам.
Адрес отследил по телефону. Продержись час. Час. Сможет ли она? И кто этот таинственный спаситель? «Катя!» — голос Игоря. «Ты в порядке?» Она вздрогнула. Он стоял на крыльце, вглядываясь в темноту. «Да, иду!» — крикнула она и двинулась к дому, стараясь выглядеть нормально. Когда она поднялась на крыльцо, Игорь внимательно посмотрел на нее. «Ты вся дрожишь». «Холодно». Она улыбнулась. «И страшно. Лес, темнота. Пойдем внутрь». Он обнял ее за плечи. Раньше этот жест согрел бы ее. Теперь он вызывал только ужас. В хижине было теплее. Игорь подбросил дров в печь. Чай остыл. Я сделаю новый. Спасибо. Катя села на кровать, натянув одеяло до подбородка. Ей нужно выиграть время. Час. Всего час. Я так испугалась, когда очнулась здесь. Начала она разговор. Даже не представляю, кому понадобилось меня похищать. Игорь пожал плечами. Полиция разберется. Может, это были обычные грабители. Или психи какие-то. И ничего не взяли. Катя указала на свою сумку. Телефон на месте. Деньги тоже. Возможно, я спугнул их. Игорь сел рядом. Главное, что ты цела. Его рука легла на ее плечо. Теплая, знакомая рука человека, который еще утром был любимым мужем, а теперь... Катя боролась с желанием отшатнуться. «Странное место для хижины», — сказала она. «Далеко от города?» «Километров 20», — ответил Игорь. «Я еле нашел это место». «А как мои похитители нашли его?» Она внимательно смотрела на него. Игорь замялся. «Не знаю. Может, они местные?» «И холодильник в лесной хижине», — продолжила Катя. «Здесь что, есть электричество?» «Генератор», — быстро ответил он. «На заднем дворе. Еще одна ложь? Или правда?» Игорь встал, подошел к окну. Отодвинул занавеску, вглядываясь в темноту. «Что-то полиция долго», — пробормотал он. «Ты точно дал им правильный адрес?» — спросила Катя. Он повернулся к ней. «Координаты. Я отправил им координаты». «Но ты сказал, что здесь нет связи». Пауза. Слишком долгая. «Я отправил, когда еще был на дороге». Игорь нервно потер шею. «Катя, ты меня допрашиваешь?» «Нет, что ты». Она попыталась улыбнуться. «Просто пытаюсь понять, что произошло». Игорь вернулся к кровати, сел рядом. Взял ее руки в свои. «Катя, я знаю, это стресс. Но все позади. Я с тобой. Я всегда буду с тобой». Его глаза... В них было что-то такое, от чего по спине побежали мурашки. Нежность? Или холодный расчет человека, планирующего убийство? «Я знаю», — прошептала она. «Я верю тебе». Он улыбнулся, но глаза остались настороженными. «Выпей чай». Игорь подал ей кружку. «Тебе нужно согреться». Катя взяла кружку. Чай пах странно. Слишком терпко. Снотворное? Яд? «Спасибо». Она сделала вид, что пьет, но не сделала ни глотка. Телефон в кармане куртки, которую она не сняла, завибрировал. Новое сообщение. Но прочитать его сейчас было невозможно. «Ты не замечал в последнее время ничего странного?» — спросила Катя. «Может, кто-то следил за мной?» «Нет», — Игорь покачал головой. «Но я и не присматривался особо. Был занят работой». «Работой?» — повторила она. «Как дела у Михаила?» «Нормально», — ответил Игорь. «Как обычно». Михаил был его компаньоном. Только вот 2 месяца назад они поссорились, и Михаил вышел из бизнеса. Игорь снова солгал. Каждый ответ был подтверждением ее худших опасений. Человек рядом с ней был чужим. Опасным. Смертельно опасным. «Допей чай», — Игорь кивнул на кружку. «Он остынет». «Не хочу».
Катя отставила кружку. Голова разболелась. «У меня есть таблетки». Он потянулся к карману. «Нет», — слишком резко ответила она. «То есть не надо. Само пройдет». Взгляд Игоря стал жестким. «Катя, что с тобой? Ты сама не своя. А как я должна себя вести после похищения?» Она постаралась, чтобы в голосе звучала обида, а не страх. Игорь смягчился. «Прости. Конечно, ты в шоке. Ложись, отдохни». Он встал. «Я пойду, проверю дорогу. Может, полиция заблудилась». Как только дверь за ним закрылась, Катя достала телефон. Он что-то подмешал в чай. Не могу больше притворяться. Он знает, что я догадываюсь. «Выходи через окно. Беги к дороге. Я уже близко. Серая Тойота». Катя подошла к окну. Маленькая, но она сможет протиснуться. Решетка оказалась не прикрученной, просто приставлена для вида. Она осторожно отодвинула ее. Снег усилился. Ветер выл между деревьями. На крыльце горел фонарь, но Игоря видно не было. Возможно, он обходит дом. Катя открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Она перекинула ногу через подоконник. Скрип двери. Она обернулась. Игорь стоял в дверях. В руке пистолет. «Куда-то собралась?» Голос Игоря был спокойным. Слишком спокойным. Катя замерла, одной ногой на подоконнике, другой в комнате. «Игорь, что ты делаешь?» — прошептала она. «Вопрос задаю я». Он сделал шаг вперед. «Кому ты писала?» «Никому», — Катя покачала головой. «Телефон разряжен». «Не лги мне!» Он вдруг закричал, лицо исказилось от ярости. «Я видел свет от экрана через окно!» Пистолет в его руке дрожал. Это было страшнее всего. Не холодная решимость убийцы, а нервозность человека на грани. «Хорошо», — медленно сказала Катя, возвращаясь в комнату. «Я писала своей сестре. Хотела сообщить, что со мной все в порядке». «Телефон». Игорь протянул руку. Она достала мобильный из кармана, отдала ему. Он просмотрел сообщение, и его лицо потемнело. «Кто это?» Он показал переписку с неизвестным номером. «Не знаю», — честно ответила Катя. «Оно пришло, когда я очнулась». «И ты поверила?» Игорь горько усмехнулся. «Какому-то анониму? А должна была поверить тебе?» Катя почувствовала, как внутри поднимается гнев, перекрывая страх. «Человеку, который оформил страховку на мою жизнь, который лжет о своем бизнесе, который прячет лопату и брезент в багажнике?» Игорь побледнел. «Ты рылась в машине?» «Да!» — Катя уже кричала. «Потому что мой муж превратился в чужого человека, потому что ты хочешь меня убить». «Катя...» Он сделал шаг к ней. «Это не так». «Тогда объясни». Она отступила к окну. «Объясни лопату. Объясни эту хижину. Объясни пистолет в твоей руке». Игорь посмотрел на оружие, словно только сейчас осознал, что держит его. Медленно опустил руку. «Я могу все объяснить». Его голос стал тише. «Но ты должна мне верить». «Я верила тебе 5 лет», — горько ответила Катя. «Хватит». «Я действительно в долгах», — начал Игорь. «Это правда. Я брал кредиты, пытаясь спасти бизнес. Но когда стало понятно, что выхода нет, я обратился к Сергею Валентиновичу». «Кредитору?» — тихо спросила Катя. «Он не просто кредитор», — Игорь покачал головой. «Он делает деньги на чужих проблемах. Дает в долг под бешеные проценты, а потом выбивает их любыми способами. И ты задолжал ему?» 3 миллиона. Игорь опустился на стул, пистолет безвольно повис в его руке. «Срок. Завтра. Если я не верну деньги, он пригрозил, что убьет нас обоих». Катя недоверчиво смотрела на мужа. «И поэтому ты решил убить меня?» «Нет». Он вскинул голову. «Я никогда...» «Катя, я люблю тебя. Я хотел защитить тебя». «Лопата в багажнике? Это защита?»
Игорь закрыл лицо руками. «Я планировал инсценировать твою смерть». Тишина. Только ветер завывал за окном. «Что?» — наконец выдавила Катя. «Нам нужно было исчезнуть». Голос Игоря дрожал. «Обоим. Начать новую жизнь где-нибудь далеко. Но Сергей следит за мной. За нами. Единственный способ — это сделать так, чтобы он поверил, что ты мертва. Тогда страховка... Ты хотел использовать страховые деньги, чтобы откупиться от него», — догадалась Катя. «Да», — Игорь кивнул. «А потом я инсценировал бы свою смерть в автокатастрофе. И мы бы встретились через месяц в Таиланде. С новыми документами, новыми именами». «И ты не мог рассказать мне об этом плане?» «Твой страх должен был быть настоящим». Игорь поднял глаза. «Для правдоподобности. Я нанял людей, старых друзей, которым доверяю. Они должны были тебя похитить, привести сюда. Я бы появился, разыграл спасение, а потом, когда ты бы уснула... Ты бы убил меня?» Голос Кати задрожал. «Нет!» — воскликнул Игорь. «Я бы взял образец твоей крови, много крови, для анализа ДНК. Пустил бы ее на твою одежду. Оставил бы следы борьбы, а тебя бы отвез в безопасное место, где ты бы ждала меня». «И кто прислал мне сообщение?» Катя кивнула на телефон в его руке. Игорь нахмурился. «Не знаю. Возможно, кто-то из людей Сергея. Возможно, он узнал о моем плане». «Или ты лжешь?» Катя сделала шаг к окну. «И все это — часть игры. Заставить меня поверить тебе снова». «Катя», — Игорь протянул руку, — «клянусь тебе, я никогда не причинил бы тебе вреда». В этот момент снаружи послышался шум мотора. «Это полиция?» Катя всмотрелась в темноту за окном. Лицо Игоря исказилось от ужаса. «Нет, я не вызывал никакую полицию». На поляну перед домом медленно въехала серая «Тойота». Та самая, о которой писал неизвестный. «Это он», — прошептал Игорь. «Сергей. Как он нас нашел?» «Это не Сергей», — возразила Катя. «Это человек, который мне писал. Он сказал, что едет помочь». «Какой человек?» Игорь в ужасе посмотрел на нее. «Катя, Сергей никого не посылал тебе на помощь. Он хочет своих денег, а я не могу их вернуть». За окном хлопнула дверца автомобиля. Свет фар погас. В тишине раздались шаги по скрипучему снегу. «Прячься!» Игорь толкнул Катю к шкафу. «Быстро!» «Нет». Она отстранила его руку. «Я хочу знать правду». Стук в дверь. 3 уверенных удара. «Открывайте! Я знаю, что вы там!» Незнакомый мужской голос. Игорь поднял пистолет, направил его на дверь. «Уходите!» — крикнул он. «У меня оружие!» «Игорь, это ты?» Голос за дверью изменился. «Открывай, нам надо поговорить». «Кто это?» — прошептала Катя. «Михаил». Игорь побледнел еще сильнее. «Мой бывший партнер». Дверь с треском распахнулась. На пороге стоял высокий мужчина в черном пальто. Его лицо было сурово, глаза холодны, как лед. «Давно не виделись, партнер», — сказал он, игнорируя направленный на него пистолет. «Михаил?» Катя не могла поверить своим глазам. «Это ты мне писал?» «Да, я...» Мужчина кивнул, не сводя глаз с Игоря. «Извини за таинственность, но нужно было убедиться, что ты поймешь опасность». «Не слушай его, Катя». Голос Игоря звенел от напряжения. «Михаил хочет отомстить мне. Он использует тебя». «Отомстить?» Михаил горько рассмеялся. «За что? За то, что ты украл мои деньги? Или за то, что подставил меня перед клиентами?» Он сделал шаг в комнату. Игорь крепче сжал пистолет. «Стой на месте!» «Или что?
Михаил не выглядел испуганным. «Застрелишь меня? Как собирался застрелить свою жену?» «Я не собирался ее убивать!» — закричал Игорь. Это был план спасения. «Какой план?» Михаил повернулся к Кате. «Он рассказал тебе про страховку? Про то, как собирался инсценировать твою смерть?» «Да», — кивнула она. «Он сказал, что хотел защитить меня, заплатить долг Сергею Валентиновичу страховыми деньгами». Михаил покачал головой. «Сергей Валентинович — выдумка. Нет никакого страшного кредитора. Есть только твой муж и его долги. Передо мной, перед банками, перед налоговой». «Ты лжешь!» — выкрикнул Игорь. «Правда?» — Михаил усмехнулся. «Тогда почему ты одному из наших клиентов назвался Сергеем Валентиновичем, когда пытался выбить с него деньги? Я нашел запись того разговора». Игорь молчал, пистолет в его руке дрожал. «Когда я узнал, что он оформил страховку на твою жизнь», — Михаил обратился к Кате, — «я начал следить за ним, подслушал разговоры с какими-то подозрительными типами, видел, как он изучал уединенные места за городом. И сегодня... Хватит!» Игорь поднял пистолет выше. «Ты всегда завидовал мне, Михаил. Моему успеху, моей семье». «Успеху?» Михаил рассмеялся. «Какому успеху, Игорь? Ты разорил нашу компанию, залез в долги. Я пытался спасти бизнес, а ты украл последние деньги». Катя переводила взгляд с одного мужчины на другого. Кому верить? Мужу, которого она знала 5 лет, но который лгал ей последние месяцы? Или бывшему партнеру Игоря, которого она едва знала? «Объясни мне план еще раз». Она обратилась к мужу. «Ты хотел инсценировать мою смерть, получить страховку, расплатиться с долгами. И мы бы начали новую жизнь». «Да», — кивнул Игорь, не опуская пистолета. «Это единственный выход, Катя». «Но как бы я ожила?» — спросила она. «Если бы нашли мою кровь, одежду, если бы ты заявила о моей смерти». «У меня есть связи», — неуверенно ответил Игорь. «Друг в полиции. Он бы помог с документами». «Какой друг?» — Михаил снова усмехнулся. Тот, которого ты выдумал, как и Сергея Валентиновича? «Заткнись!» — рявкнул Игорь. «Игорь!» — голос Кати стал тихим. «Если бы я умерла официально, то страховку получил бы ты. И никто бы не стал проверять, куда пошли деньги. К тому же, — добавил Михаил, — гораздо проще объявить тебя погибшей, чем организовывать новые документы, новую личность. Особенно, когда нет денег даже на адвоката». «Не слушай его!» Игорь был в отчаянии. «Я люблю тебя, Катя. Я бы никогда...» «Тогда опусти пистолет», — твердо сказала она. «И давай вместе выберемся отсюда. Прямо сейчас». «Я не могу», — Игорь покачал головой. «Он заявит на меня в полицию». «За что?» — спросила Катя. «За планирование преступления, которое не состоялось?» «За кражу денег компании», — ответил Михаил. «За мошенничество. За подделку документов». «Ты не докажешь!» — выкрикнул Игорь. «Уже доказал», — спокойно ответил Михаил. «Сегодня утром я был в полиции. У них есть все доказательства. Они ищут тебя, Игорь». В глазах Игоря мелькнул страх. «Ты лжешь». «Звони им, проверяй». Михаил пожал плечами. «Только сначала опусти пистолет». Тишина заполнила комнату. Катя смотрела на мужа, пытаясь увидеть в нем того человека, которого она любила 5 лет. Но видела лишь испуганного, загнанного в угол мужчину с оружием. «Игорь». Она сделала шаг к нему. «Пожалуйста, опусти пистолет. Мы найдем выход. Вместе». «Нет выхода», — прошептал он. «Они посадят меня. На годы». «Ты сам сделал этот выбор», — жестко сказал Михаил. «Когда решил, что можешь выкрутиться за счет других». Игорь перевел пистолет на него. «Это ты во всем виноват. Если бы ты не лез в мои дела». «Твои дела?» Глаза Михаила сузились.
А как насчет моей доли в компании? Моих денег, которые ты присвоил?» Катя видела, как палец Игоря напрягся на спусковом крючке. Еще мгновение, и случится непоправимое. «Игорь!» Она бросилась вперед, оказалась между мужем и Михаилом. «Не надо!» Выстрел прогремел оглушительно громко в маленькой комнате. Звон в ушах, запах пороха и тишина. Катя не сразу поняла, что произошло. Она стояла между двумя мужчинами, зажмурив глаза в ожидании боли. Но боли не было. Она медленно открыла глаза. Михаил стоял неподвижно с расширенными от шока глазами. Игорь лежал на полу. Пистолет выпал из его руки. Под головой расплывалось темное пятно. «Игорь!» — закричала Катя, бросаясь к мужу. «Игорь!» Она упала на колени рядом с ним, приподняла его голову. Кровь была повсюду. На руках, на одежде, на полу. «Что ты наделал?» Она обернулась к Михаилу. «Что ты сделал?» «Я... ничего». Он выглядел потрясенным. «Он сам... Когда ты бросилась между нами, он... Я думаю, он не хотел стрелять в тебя». Катя склонилась над мужем. Его глаза были открыты, но взгляд уже стекленел. «Игорь, держись!» Она прижала ладонь к ране на его виске, пытаясь остановить кровь. «Мы вызовем скорую. Ты будешь жить». Его губы шевельнулись. «Прости», — едва слышно прошептал он. «Я правда любил тебя. Я знаю». Слезы текли по ее лицу. «Я знаю, Игорь. Я тоже люблю тебя. Держись». Но его глаза уже ничего не видели. Последний вздох вырвался из груди, и тело обмякло. «Нет!» — закричала Катя. «Нет, Игорь! Вернись!» Михаил стоял в стороне, бледный, с трясущимися руками. «Нужно вызвать полицию», — наконец сказал он. «Ты убил его», — прошептала Катя, не отрывая взгляда от лица мужа. «Ты его убил». Он сам выстрелил себе в голову. Голос Михаила дрожал. «Я думаю, он не хотел стрелять в тебя и не мог смириться с тем, что его план раскрыт». «Какой план?» Катя подняла глаза, полные слез и ярости. «Твои слова против его, а он уже ничего не скажет». «Катя». Михаил сделал шаг к ней. «Я не лгал тебе. Я действительно был в полиции сегодня утром. Я следил за Игорем несколько недель. Видел, как он готовит это место». «Для чего?» Она гладила холодеющую руку мужа. «Для инсценировки? Или для убийства?» «Не знаю», — честно ответил Михаил. «Но когда я увидел, как тебя привезли сюда без сознания, я понял, что должен действовать». Он достал телефон. «Я звоню в полицию». Катя смотрела на мертвого мужа. Кем он был на самом деле? Любящим супругом, который хотел спасти их обоих от проблем, или отчаявшимся должником, готовым убить ради денег? Она никогда не узнает правды. «Алло, полиция?» Голос Михаила звучал глухо. «Произошел несчастный случай. Да, человек погиб. Выстрел в голову, хутор в лесу, за городом. Я отправлю координаты». Он закончил разговор, опустился на стул. «Они едут. Будут через полчаса». Катя не ответила. Она сидела на полу, держа голову Игоря на коленях, и слезы капали на его бледное лицо. «Что теперь будет?» — наконец спросила она. «Расследование», — ответил Михаил. «Но с твоими показаниями и моими доказательствами все должно быть ясно. Он планировал что-то сделать с тобой, запаниковал, когда я появился, и... И что?» Катя резко подняла голову. «Покончил с собой? Игорь? Человек, который боролся до последнего за свой бизнес? За нашу жизнь?» «Люди меняются», — тихо сказал Михаил. «Особенно, когда приходит отчаяние. Или ты лжешь?» В глазах Кати мелькнуло подозрение. «И это ты хотел его смерти. Ты преследовал его, довел до отчаяния, а теперь обвиняешь в том, чего он не делал».
«Катя». Михаил выглядел потрясенным. «Я пытался помочь тебе. Я спас тебя». «От чего?» Она аккуратно положила голову мужа на пол, встала. «От мужа, который меня любил? От человека, который, возможно, действительно хотел спасти нас обоих? Он лгал тебе». Михаил тоже поднялся. «Он обманывал всех. Меня, тебя, своих клиентов». «Может быть». Катя вытерла слезы. «А может быть, лжешь ты, и я никогда не узнаю правду». Она подошла к окну. Снег все еще падал, покрывая землю белым покрывалом. Где-то там, в темноте, была дорога. Дорога домой. Но дома больше не было. Был только этот кошмар. Эта ночь. Эта смерть. «Теперь у нас будет много времени, чтобы поговорить», — сказал Михаил, глядя на нее странным взглядом. «Я помогу тебе пережить это, Катя. Я всегда восхищался тобой, знаешь? Всегда думал, что Игорь не заслуживает тебя». Что-то в его голосе заставило ее вздрогнуть. «Ты сказал, полиция будет через полчаса?» «Да», — он кивнул. «Но нам не о чем беспокоиться. Мы расскажем им правду. Все будет хорошо, Катя. Мы расскажем им правду. Но чью правду? Мертвый Игорь уже ничего не расскажет. Остались только она и Михаил. И его версия событий. Его версия или его план. Катя вдруг вспомнила слова Игоря о страховке. О 2 миллионах. О перспективе новой жизни. А что, если Михаил знал об этой страховке? Что, если он следил за Игорем не для того, чтобы спасти ее, а чтобы использовать ситуацию? Что, если он ждал подходящего момента, чтобы подставить Игоря, убрать его, а потом... Она посмотрела на Михаила новым взглядом. Он был спокоен. Слишком спокоен для человека, только что ставшего свидетелем самоубийства. «Ты говорил, что был в полиции сегодня утром», — медленно сказала Катя, — «с заявлением на Игоря». «Да?» — кивнул Михаил. «И они искали его, но не нашли до сих пор». «Видимо, нет». Он пожал плечами. «Странно». Катя сделала шаг к двери. «Ведь ты знал, где он? Ты следил за ним. Почему не сказал полиции, где именно его искать?» Михаил напрягся. «Я не был уверен. Я предполагал, что он может быть здесь, но...» «Но ты знал», — перебила Катя. «Ты писал мне, что едешь сюда. Ты знал точный адрес. И все-таки полиция до сих пор не здесь. Почему, Михаил?» Он молчал. Его глаза стали жесткими, холодными. «Ты умная женщина, Катя», — наконец сказал он. «Всегда была. Игорь говорил, что это единственное, что его раздражало в тебе. Твой острый ум. Ты не ответил на вопрос». Она сделала еще шаг к двери. «Планы меняются». Михаил улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. «Иногда приходится импровизировать». «Какие планы, Михаил?» Он не ответил. Вместо этого наклонился и поднял с пола пистолет Игоря. «Игорь должен был мне денег», — спокойно сказал он. «Много денег. Деньги, которые он украл из нашей компании. Я пытался решить все мирно, но он отказывался платить. Потом я узнал про страховку. 2 миллиона. Целое состояние». «И ты решил их получить?» — догадалась Катя. «Но как? Деньги получил бы Игорь?» «Не после его смерти», — Михаил покачал головой. «В случае смерти обоих супругов деньги переходят к ближайшему родственнику. У тебя и Игоря никого. По закону я, как его бывший партнер и кредитор, имел бы право на часть наследства, включая страховку». «Ты планировал убить нас обоих», — прошептала Катя. План был простой. Михаил крутил пистолет в руке. «Я подслушал разговоры Игоря с его наемниками. Узнал про этот дом. Решил дождаться, пока он привезет тебя сюда. А потом несчастный случай. Ревнивый муж сходит с ума, убивает жену и себя. Такое часто бывает. Но ты не ожидал, что я буду в сознании?» Катя медленно отступала к двери. «Что, буду сопротивляться?» «Да», — он кивнул. «Пришлось импровизировать.
отправлять тебе сообщения, изображать спасителя. Но результат тот же. Он поднял пистолет, направив его на Катю. «Поверь, я сожалею, что все так вышло. Ты ни в чем не виновата. Просто ты вышла замуж не за того человека». Катя смотрела в дуло пистолета и понимала. Еще мгновение, и ее жизнь оборвется. Как оборвалась жизнь Игоря. Игоря, который, возможно, действительно любил ее до последнего вздоха. «Прощай, Катя». Михаил прицелился, но в этот момент за окном вспыхнули красно-синие огни полицейских машин, и тишину разорвал вой сирены. Полгода спустя. Катя стояла у могилы мужа. На черном граните золотые буквы: Игорь Сергеевич Ветров, 1987-2025. И ниже — любовь сильнее смерти. Она положила белые розы, его любимые цветы. «Прости меня», — тихо сказала она. «Прости, что сомневалась в тебе». Ветер шевелил листья на деревьях. Кладбище было пустынным, только она и ее воспоминания. Расследование заняло несколько месяцев. Показания Кати, запись разговора с Михаилом, экспертиза пистолета — все подтвердило одно: Михаил Соколов планировал двойное убийство. Когда полиция ворвалась в хижину, он все еще держал Катю на прицеле. Сейчас он ждал суда в следственном изоляторе. Ему грозило пожизненное заключение. А что же Игорь? Правда оказалась сложнее, чем думал кто-либо из них. В его ноутбуке нашли файлы, планы, схемы, карты. План по инсценировке смерти Кати и собственного исчезновения. Но не для того, чтобы убить ее, для того, чтобы спасти. Игорь действительно был в долгах, но не перед Михаилом. Перед настоящим Сергеем Валентиновичем, человеком, чье имя вызывало страх даже у видавших виды полицейских, бандитом, который не прощал должников. Как выяснилось, жизнь Игоря также была застрахована. Игорь хотел, чтобы в случае его смерти жена была обеспечена. Но когда угрозы стали реальностью, он решился на отчаянный шаг — инсценировать ее смерть, чтобы Сергей не добрался до нее, пытаясь выбить долг. Михаил узнал об этом плане и решил использовать ситуацию. Он давно завидовал Игорю, его успеху, его красивой жене. Он выследил Игоря, узнал о хижине, о похищении и придумал свой план — устранить обоих и получить страховку. Правда вскрылась слишком поздно. Для Игоря слишком поздно. Катя вытерла слезы. 6 месяцев прошло, но боль не утихала. Боль от потери. Катя повернулась и медленно пошла прочь от могилы, навсегда сохранив в сердце любовь к Игорю, которая пережила все тайны и трагедии их истории. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.